Знаю, это место постепенно превращается в канал по Mutagenics, но кто может меня винить? Игра-бомба! Так вот, вас достает этот мерзкий код с анатомией смешарика. Сейчас разберемся с тем, как избавиться от него и не пострадать слишком сильно. Еще, пока мы только начали, хочу поправить свою главную оплошность предыдущего видео с советами для новичков. Статы, полученные в ходе прокачки и бонусов от класса, не переносятся на котят, только потенциальные их навыки. Спасибо комментатору, что указал на это. И, кстати, мой прогресс довольно стабилен. Уже 3 раза отбил дом, почти целиком прошел 2-й акт и все сайд-квесты, у меня до сих пор не было провальных вылазок. NPC, отвечающий за трупы, все еще закрыт. Ну ладно, об этом потом, мы о секретах размножения, может быть, коснемся в другом видео. Тут нас интересует Дебюк и его уклончивая сферическая натура. Дебюк, надеюсь, именно так произносится его имя, пытается уклониться от всех атак, что летят в его сторону. Но эта пассивка работает ровно так, как если бы он всегда был под эффектом уклонения вора. То есть, по сути, он просто перемещается на свободную соседнюю клетку, рассматривая доступные клетки по крестообразной форме. Иронично, как его спасительный крест, это его же слабость. Если ваша атака сама по себе имеет крестообразную форму, то даже сместившись, Дебюк получит от нее урон. Поэтому первая очевидная слабость Дебюка — это АОЕ. Но, конечно же, спецом набрать АОЕ атаки не всегда представляется возможным, но есть еще метод. Просто окружить его со всех сторон, чтобы он просто не мог отступить. Вы даже можете обратить внимание, что босс-арена Дебюка довольно мелкая и часто имеет много объектов, среди которых его можно зажать. Обычно это несложно сделать даже с помощью пары лишних юнитов, и тогда его можно спокойно поливать ударами. Чем больше у вас юнитов, тем лучше при том. Тогда Дебюк даже не сможет сбежать из окружения. Так что если можете позволить себе принести в бой фамильяров, то вперед. Я постараюсь не спойлерить слишком сильно, поэтому не стану акцентировать внимание на классах, что открываются только после кладбища. Но скажу сразу, что там есть отличные варианты, что могут принести на стычку с Дебюком целую армию. Из начальных же классов ваша лучшая ставка на охотника, у которого есть целая серия навыков и скиллов, что позволяет усеять поле битвы опасными фамильярами и ловушками. Но даже зажав Дебюка в углу и отпинав его как следует, у сферического чуда есть еще один навык, на который, кстати, намекают в его описании. Не забываем читать, ребята. Он вселится в того, кто его убил, и я уже пытался избежать эффекта целиком, дав ему умереть в огне самому, но он в итоге вселился в моего танка, чем испоганил мне квест, где мне нельзя было дать умереть коту с паразитом. Если вы знаете про способ, как не дать Дебюку вселиться в одного из котов, то дайте мне знать в комментариях. Но суть в чем? Он вселится и начнет сражаться против остальных 3 тем, в кого вселится. Поэтому надо сразу понимать, что лучше всего добить Дебюка самым уязвимым котом с самым малым телосложением и минимальным количеством защитных навыков. Скорее всего, кто-то из ваших дальников. То есть да, он вынуждает травмировать одного из котов, но еще хуже, он все еще вылезет из этого кота с 1 хп и продолжит свое типичное поведение с первой фазы, но при этом его легко может добить даже единица шипов на одном из мили-котов, и поскольку вы уже знаете метод, то добить его не должно составить проблем. Совет по квесту, который я вскользь упомянул. Вам до Вен на кладбище надо донести пиявку. Эта пиявка дает мощную пассивку в виде супер-вампиризма, что работает на всех дамажащих скиллах, но не дает поднимать уровни. С предельным успехом эта пиявка показывает себя, разумеется, на котах с высоким телосложением и большим количеством атакующих навыков сходу. Ведь вам нельзя опускаться до 0 здоровья, поскольку вы умираете автоматом с этим паразитом. Из-за обидного решения Дебюка вселиться в танка я завалил этот квест в первый раз, хоть и прошел саму вылазку. Второй раз я снова поставил его на танка и прошел без проблем. Кстати, я хочу вам показать свой лучший забег против Дебюка, где, мягко говоря, у него не было ни единого шанса. Окей. Я должен это буду сохранить нахрен. Чё за трэш? Смотрите, ни одной свободной клетки, лол.
И с этим я оставляю вас. Надеюсь, босс кладбища больше не доставит вам проблем. Если вы хотите видеть больше контента по Mutagenix, дайте мне знать, и как всегда предлагаю присоединиться ко мне на стриме. Там я готов ответить на любые ваши вопросы по игре напрямую или не ответить. Все же игра еще не пройдена. Увидимся в дальнейших видео.